Привет всем, с вами как всегда Рубен и добро пожаловать на The Real Deal Channel. Канал о вкусной еде, путешествиях и многом другом. Не за горами уже Новый год, и нам хотелось бы приготовить что-нибудь к новогоднему столу. Сегодня вместе с вами мы приготовим вот эту прекрасную 2-килограммовую баранью ногу, запеченную в рукаве в духовке. Попробуйте обязательно и поделитесь с нами, если вам понравится этот рецепт. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на наш канал, YouTube, Instagram, Facebook страницы, ссылки на которые, как всегда, находятся в описании к этому видео и прикрепленному комментарию. Поехали! Перед тем, как начнем, хотелось бы еще раз поздравить наших 3 победителей конкурса. Мы связались с ними и уже скоро вышлем им подарки. Салтанат, Марат из Казахстана и Игорь из России. Поздравляем вас еще раз! Ну и очень важная новость. В прошлом видео мы упомянули о новом формате и надеюсь, что многие из вас ждут его. Так как этот канал смотрит уже в более чем 30 странах мира и не только русскоязычных, здесь мы оставим и будем продолжать снимать тот формат, который вы видите сейчас. То есть вкусные рецепты, которые мы всегда переводим на множество различных языков, и люди, даже не владеющие русским, могут также насладиться этими рецептами. Но мы открываем новый канал The Real Deal Channel Live, на котором вы вместе с нами сможете погрузиться в нашу жизнь в Америке, в штате Флорида, где мы будем показывать все об этой стране, моей семье, путешествиях, инвестициях, недвижимости и многом другом. Обязательно присоединяйтесь, подписывайтесь на канал, ссылка будет в описании, также в прикрепленном комментарии, и скоро вас ждет первый выпуск. Ну а пока приступим к бараньей ноге. Для запекания бараньей ноги самое главное это даже не маринад, а как вы ее подготовите. Очистите, уберете лишние жиры, а также лимфоузлы, которые придают баранье тот вкус, который многим не нравится. Если вы будете запекать с лимфоузлами, то запах может быть просто ужасным. А если правильно все сделать, то баранина не будет пахнуть, а только радовать вас ее ароматами. Начнем с простой очистки мяса. Берем очень острый нож и осторожно начнем обрезать лишний жир, где могут находиться лимфоузлы, а также пленочку. Убираем как можно больше, при этом стараясь сильно не повредить или срезать само мясо. Ну что ж, вот такая вот нога у нас получилась. Вроде отрезали как можно больше, все, что могли, все, что осталось, пойдет. Поехали дальше. Ну, вот здесь у нас находится тазобедренная кость. В принципе, ее можно удалить, что позволит вам легче нарезать мясо, когда оно будет уже в готовом состоянии. Сделать можно это, в принципе, просто ножом, взяв и вырезав ее по кости. Но, вы знаете, мы решили ее оставить, так как любим кости, и в конце концов у нас будет что погрызть. Ну, а теперь самый главный этап. Это удаление лимфоузла, из-за которого баранина пахнет. Находится этот лимфоузел, как его еще называют, внутри коленного сгиба. То есть вот у нас сгиб, находится он примерно где-то вот здесь. Нам нужно будет надрезать и поискать жировую толстую прослойку. И аккуратно ее достать. Вот здесь я уже проделал небольшой надрез, для того, чтобы вам показать. Посмотрим, откроем. То есть примерно он глубокий.
Посмотрите, если видно на камеру, то вон там, в самом низу, видна вот эта вот жировая прослойка. Нужно будет очень аккуратно вокруг нее вырезать ее и вытащить. Так что я попробую сейчас это сделать и достать ее и показать вам. Очень аккуратно, чтобы просто достать ее одним целым куском. Это очень важно. Вот она почти у меня в руках. Отлично. Все, что было вокруг, тоже немного подрежем на всякий случай. Там ничего не осталось. А вот это вот тот самый без, про который мы говорим. Он находится внутри вот этой жировой прослойки. Посмотрите, я взял другой нож для того, чтобы не использовать тот же, которым мы разделывали барана. Вот она, вот эта вот такая вот небольшая жилочка. Давайте возьмем, разрежем, и если будет видно на камеру, посмотрите. Вот это из-за чего пахнет баран. Самое главное ее обязательно убрать. Мясо готово, перейдем к маринаду. Для него нам понадобится кинза, мята, зубчики чеснока, соль, зира и кориандр в зернах, дижонская горчица, молотый перец, тимьян и розмарин, паприка и также оливковое масло. Начнем с кинзы, мяты и чеснока. Перемолим в блендере пол пучка кинзы, 3 веточки мяты и 3-4 зубчика чеснока. Вот он блендер. Сюда. Сюда. Сорвем листики мяты. Еще немного. И еще парочку. Добавим чесночка. И перемешаем. Готово! Хорошо, что существует видеомонтаж. Ну что ж, база есть. Следующий этап. Берем вот такую толкучку. В нее добавляем 1 чайную ложку зиры, 1 чайную ложку кориандра, зерна и тщательно перемешиваем. Готово. Добавим все к нашей базе. Кориандр, зира, пол чайной ложки перца черного. Даже можно чуть больше. Давайте добавим чайную ложку. Тимьян и розмарин. У нас свежий тимьян, мы отобрали лепестки и сушеный розмарин. Также чайную ложку паприки, столовую ложку соли, дижонскую горчицу или в принципе любую горчицу, 1 столовую ложку и все это дело обольем маслом. Нальем немного. Давайте начнем перемешивать. Тщательно. Добавим еще.
Продолжаем мешать. Отлично. Даже не представляете, какой идет аромат от всех этих приправ. Собираем все с боков, ничего не оставляем по максимуму. Так, добавляем еще немного масла. У нас здесь было примерно, наверное, грамм 120-150 масла. Вот так вот. Отлично. Уф. Класс. Маринад готов. Отлично. Продолжим. Маринад готов. Перейдем к мариновке бараньей ноги. Делать это надо с любовью. Первое, что мы сделаем, это надрезы. С каждой стороны примерно штук по 5. Для этого как раз таки у нас есть примерно 10 зубчиков чеснока. Берем нож и делаем вот такой вот глубокий надрез, чтобы можно было в принципе туда положить чесночка. Первый, второй, третий, четвертый. И вот здесь сделаем пятый с этой стороны. Перевернем и то же самое сделаем с другой стороны. Раз, два, три, четыре. И вот здесь сделаем пятый. Отлично. Теперь возьмем зубчики чеснока, но сразу мы их не будем закладывать, а обязательно обмакнем в маринаде, который мы сделали. И потом уже попытаемся засунуть его в эти отверстия. Примерно вот так. Отлично. Первый есть. Возьмем второй. Сделаем то же самое. Вот сюда. Отлично. Второй есть. Ну и последний этап, самый главный, это маринад. Обильно с двух сторон смазываем. Ох, вкусно, вкусно. Уже побыстрее хочется кушать, но мариноваться наша нога, к сожалению, должна целые сутки. Так что до завтра мы ее не сможем приготовить. Перевернем на другую сторону. Проделаем то же самое. Отлично. Почти готов. Бока перевернем, перепроверим. Оставшийся маринад также добавим. Осталось буквально чуть-чуть. Все, готово. Теперь можно завернуть пленку и убрать в холодильник на сутки. Снимаем перчатки, убираем и заворачиваем пленочку со всех сторон. Вот так.
чтобы ножка хорошенечко промариновалась. Убираем в холодильник, и ровно через 24 часа мы продолжим наше вещание. Ну что ж, прошли сутки, и мы снова вместе с вами и нашей родной бараньей ногой. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Откроем ее. Ах, какие ароматы, вы даже не представляете. О, вот это да. Вот так вот она выглядит. Просто прекрасно. Уберем ее в стороночку. Возьмем поднос. Также возьмем вот такой рукав, в котором будем ее запекать. Если у вас нет такого рукава, то вы можете сделать совершенно то же самое с помощью фольги. То есть берете фольгу, ставите на низ подноса, сверху баранью ногу, сверху еще одну пленку фольги. Очень тщательно закрываете по сторонам, для того, чтобы все соки и ароматы остались внутри и не вытекли. Ну, а мы перенесем нашу баранью ногу в рукав. Вот так вот. Отлично. Подвинем ее по центру. Также, чтобы взяли для гарнира, хотя гарнир, в принципе, может быть любой, это картошка, которую мы посолили, добавили немного паприки, и мы также запустим ее вовнутрь этого рукава. Сделаем это прямо сейчас. А уже картошечка возьмет в себя все вкусы, ароматы, пряности, румяности от маринада, который мы использовали в нашей бараньей ноге. Так, это готово. Следующий этап — это не забыть, кстати, включить духовку. Пока мы это делаем, она у нас разогревается на 160 градусов по Цельсию или 360 градусов по Фаренгейту. И закроем рукав вот с этой стороны. Вернем и закроем такой штучкой. Затягиваем посильнее. Отлично. Сверху проделаем буквально несколько дырочек, для того, чтобы пар выходил. Делаем примерно еще одну здесь и одну вот здесь. Отлично. Готово. Ну а теперь поговорим о принципах и времени приготовления этого блюда. Будем готовить из расчета 1 кг мяса, 1 час приготовления. В нашем случае это 2 килограмма, то есть ровно 2 часа нам займет готовить ее при температуре 160 градусов по Цельсию. После этого, что мы сделаем, мы вытащим ее из духовки. В нашем случае при вот этом рукаве сверху обрежем вот этот рукав, откроем баранину, поднимем температуру духовки до 220 градусов по Цельсию или примерно 390 градусов по Фаренгейту. Положим ее обратно, минут на 15 примерно, для того, чтобы придать прекрасную румяную корочку. Так что давайте сделаем это и встретимся с вами через примерно 2 часа 15 минут. Ну что ж, вот и прошло 2 часа 15 минут. Баранья ножка готова. Все ждал и ждал с нетерпением, чтобы ее попробовать. Давайте сделаем это вместе с вами и посмотрим, что у нас получилось. Отрежем маленький кусочек. Возьмем немного картошечки. Она прямо, посмотрите, падает с вилочки. И попробуем.
божественно. Вот это да, просто невероятно вкусно. Вы даже не представляете. Попробуем картошечку. Пропиталась соками этого маринада. Это просто что-то. Ну, а эту рюмку я хочу поднять за вас, мои дорогие подписчики и зрители канала. И поздравить вас с наступающим Новым годом. Дай Бог, чтобы в Новый год был совершенно другим, и чтобы 2020 год был самый плохой в вашей жизни, и в 2021 год принес вам, вашей семье, вашим близким и родным много здоровья и нереальное количество счастья. За вас! И всем пока-пока!